I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Привет, друзья! Короче, решил я тоже заняться этим видеоблогингом и показывать вам что где. Сейчас находимся с вами в Сингапуре и пойдем исследовать этот прекрасный высокотехнологичный городок. Очень классная энергия здесь. Мне просто безумно нравится, как все устроено, люди, технологии, все мега круто. Идемте, буду вас с ними знакомить. Надеюсь, получится интересно, и вы оцените мой труд по достоинству. Погнали! Короче, если вдруг в Сингапуре сильно захотелось апельсинового сока, то у них есть вот такие вот прикольные автоматы. Нужно всего 2 сингапурских доллара для того, чтобы получить желаемый продукт. Освежающий, отличный апельсиновый сок. Недавно увидел картинку «Висячие сады» в Сингапуре. И она мне очень понравилась и заинтересовала. Я решил отправиться в Сингапур и полетать на дроне, если получится. Только что, правда, был дождик, но через минут 15 он уже прекратился. И поэтому у меня появилась возможность таки полетать. Держим кулачки и смотрим видео. I walk in shadows. No one ever sees me. I'm losing every battle. Can somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? I just wanna know, am I insane? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out the window. I just wanna know, am I insane? Насчет безопасности в Сингапуре. Посмотрите на это количество камер. Здесь, там и вот там. Они на каждом шагу здесь. И полиция тут бездельничает, потому что уровень преступности вообще практически на нуле. Такой вот замечательный город Сингапур. Сейчас гуляю по району, который напоминает построение этих небольших домиков, съемочную площадку. И впечатление, что они все картонные. Это очень прикольное ощущение. Среди такого громадного мегаполиса.
Очень жалко, что камера не передает запахов. Думаю, этот запах вам понравился. Сейчас будем с вами кушать дуриан. Это экзотический фрукт, растет он в Малайзии и есть в Сингапуре. Довольно-таки вкусный, но если вы будете пробовать его в первый раз, то советую закрывать нос, потому что запах у него очень резкий. Его Величество король дуриан. Вот так он выглядит изнутри. Мякоть довольно-таки мягкая, но запах капец какой резкий. Запах он напоминает протухший такой вонючий лук. Очень вкусный, сладкий, питательный и, надеюсь, что полезный. Пальчики обрежу. Как же все-таки круто тут в Сингапуре. Я гуляю всего тут пару часов, но настроение великолепное. И я уже увидел много чего, что меня впечатлило. Классно. Очень круто. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. No one else. Let you down. Sing all my melodies that Вы можете заметить, что тротуар здесь очень чистый, потому что здесь достаточно серьезные штрафы. И за нарушение закона следует довольно суровое наказание. То есть, если кто-то намусорит, ему придется заплатить 2000 сингапурских долларов. А это на минуточку, $1500 США. Просто за то, что мусорит в неположенном месте. А если его поймают за это второй раз, то штраф повышается и еще привлекут к общественным работам. В Сингапуре прекрасное дорожное движение. Общественный транспорт здесь просто на высшем уровне. Движение по дорогам на собственном транспорте здесь облагается высоким налогом, что заставляет людей пользоваться общественным транспортом, либо другим образом, чтобы добраться в желаемое место, потому что водить машину в Сингапуре очень дорого. Вы просто взгляните на эту красоту. Ночью здесь все выглядит совершенно по-другому. Колесо обозрения. Сады возле Марина Бэй Сэндс. Пейзаж делового центра. Все это можно увидеть, приехав сюда ночью, во время вашего пребывания в городе. Видеоблогингом я никогда в жизни не занимался, но с недавнего времени мне это стало интересно. Контент я буду создавать сам, продакшена у меня, компании продакшена у меня нету. И поэтому все, что вы будете видеть, все происходит спонтанно и наживо. То есть никаких ни постановок, никаких заготовочек у меня нету. Все происходит спонтанно, что вижу, то и показываю.
За что купил, зато продал. Если у вас вдруг возникают какие-то пожелания, что показать, что увидеть, что попробовать, пишите. Я с удовольствием это сделаю. Возможно, буду заранее анонсировать, куда буду ехать. И тогда вам будет проще делиться своими пожеланиями, а мне их выполнять. Ну что ж, друзья, а сейчас я хотел бы поблагодарить вас за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Я с удовольствием почитаю и отвечу на каждый. На этом видео заканчивается. Отличного вам дня и до встречи через неделю. Кстати, не забудьте подписаться. Пока-пока.